Добрый день, приветствую вас на канале Вязальная шкатулка. Сегодня хочу рассказать о своих новых покупках, которые я сделала недавно на AliExpress. Все они для рукоделия и в основном для вязания. Первое, чем хочу похвалиться, это новые крючки. Я давно засматриваюсь на дорогие крючки типа кловера, но пока так и не собралась их купить. Мне нужно очень много разных размеров крючков. Я вяжу и маленькие, и большие вещи. Так как один крючок сейчас стоит больше 600 рублей, то немножко накладно их сейчас покупать. Поэтому я нашла на AliExpress интересные наборы. Первый покажу набор розовых крючков. В наборе 9 штук. Для сравнения покажу, до этого я вязала вот такими двойными крючками. В принципе, они меня устраивали, но с некоторых пор я стала замечать, что если вяжу тонким крючком, и ручка у крючка тоже тонкая, то у меня очень сильно устают пальцы, устают руки. И я поняла, что нужны крючки с хорошей толстой ручкой. Чем понравились вот именно эти крючки? Тем, что у них ручка силиконовая, прорезиненная, очень удобная. Если честно, вязать ими гораздо проще, легче, пальцы так сильно не устают. В наборе 9 крючков, номера от 2 до 6, с шагом половинка, 2, 2,5, 3, 3,5 и так далее, до 6 номера. Ни одного бракованного крючка у меня нету, запаха тоже нету. Вот, очень мягкая, удобная ручка. Единственный минус, который можно найти, это не очень аккуратная обработка. Вот если посмотрите, вот здесь вот у крючка соединение ручки и крючка, но крючок сидит очень плотно внутри. И у некоторых крючков такая ярко-розовое такое покрытие, а некоторых уже такое немножко у меня стерлось, хотя я пользуюсь ими порядка месяца, но ничего страшного на рабочих свойствах крючка это не сказывается. Цена такого набора 380 рублей с бесплатной доставкой в Москву. Следующий набор, который хочу похвалить, это маленькие крючки. В наборе 8 штук. Собственно, из-за них-то я и пошла заказывать крючки, потому что вязать крючком номер 1,5 с такой тоненькой металлической ручкой просто невозможно. У меня очень болят руки, и я хотела как раз купить крючки, которые меньше 1,5 миллиметров, и чтобы у них была тоже широкая ручка. Но вот конкретно у этих крючков ручка немножко меньше, чем у розовых. Смотрите для сравнения. Не сильно заметно, но все-таки при вязании заметно. Не то чтобы они прям великолепные, но ими вязать гораздо удобнее, чем у меня были простые тонкие металлические крючки. Набор из 8 штук стоит всего 245 рублей. И, конечно, в сравнении с обычным металлическим крючком они мне нравятся гораздо больше. Очень много номеров, все они тоже пришли без брака, без запаха, ничем не пахнут. Упаковка простой полиэтиленовый пакет. После крючков я решила, что мне нужны бирочки Handmade для вязаных вещей. И, собственно, заказала 2 вида бирочек. Сейчас я вам их покажу. Возможно, вам тоже такие потребуются. 36 штук я взяла однотонных золотых. Скорее, это бронзовый цвет. 36 штук. За них я заплатила 63 рубля. 36 штук. Это примерно меньше, чем 2 рубля за одну штучку. Бирочка достаточно хорошо сделана. Естественно, это искусственная кожа, кожезаменитель. Не знаю, насколько износостойкая вот эта надпись. Я не стирала вещи с этой бирочкой. Но для вещей, которых не нужно часто стирать, они очень хорошо подходят. И тем более вы можете выбрать в лоте цветные бирочки разных цветов. Но цветные бирочки я заказала в другом лоте у этого же продавца. В этом наборе 12 бирочек. Стоит он 60 рублей. В наборе коричневый, белый и черный цвет. Вот такие разные цвета у этих бирочек. Надпись не нарисована, а выдавлена. И вот как раз такие бирочки у меня уже прошли тестирование. Я стирала вещь с ними 4 раза, и ничего с ними не случилось. Они не изменили форму, не изменили цвет, не изменили размер. Для шапок, я считаю, они идеально подойдут. Или для шарфов, для снудов. Тех вещей, которые мы не стираем постоянно. На бирочками я очень довольна.
А цена для них замечательная. За 2 этих комплекта я отдала 122 рубля с бесплатной доставкой в Москву. И, конечно же, я не смогла не заказать пряжу. У меня уже была пряжа с Алиэкспресс, типа Milka Cotton она называется, не знаю точно какой у нее состав. И по типу такой пряжи я решила купить еще вот такую детскую пряжу. Она немножко с вкраплениями. И понравился мне большой выбор цветов. Один моточек стоит 104 рубля. Купил я 3 разных мотка. Хочу связать из них летние тапочки или носочки для дома. Пряжа мягкая, она не сильно скручена, поэтому я не знаю, как насчет вязать крючком. Возможно, ей будет немножко сложновато. Вот. Мне нравится мягкость ее в первую очередь и цвета. Я считаю, что за такую цену вполне себе неплохая пряжа. Хотя я читала отзывы, что в некоторых местах она немножко плохо скручена, но когда буду вязать что-нибудь из этой пряжи, обязательно вам расскажу о ее свойствах. Следующая пряжа, которую я выбрала для вязания шапок, так как мне очень понравилась ее фактура. Посмотрите, как она выглядит. Вот такой связанный образец из этой пряжи. Цвет красный. И разные еще присутствуют здесь дополнительные цвета. Оранжевый, коричневый, бежевый. Один моток этой пряжи стоит 225 рублей. Написано, что в нем 50 грамм. Если честно, было немного отзывов, но все они были очень хорошие. Продавец обещает, что это пряжа с содержанием шерсти. Даже больше скажу, он пишет, что это 30% альпака, 70% хлопка содержится в этой шерсти. Но, если честно, это полное вранье. Первый раз я так попала, что состав пряжи совершенно не соответствует тому, что на ней написано. Переводчик говорит о том, что в составе этой пряжи вообще нет натуральных волокон. Я сейчас прикреплю перевод, который сделал Google. Это синтетика, тканная на шнурке, который состоит типа из парчи, написано. Но, скорее всего, это тоже синтетическое волокно. Когда я вязала лицевой гладью, получается такой рисуночек. На ощупь пряжа отвратительная. Если бы я ее пощупала в магазине, она даже немножко колется, скрипит, как настоящая синтетическая пряжа. Вот. Вязать из нее шапку, конечно же, я не буду, потому что ее даже неприятно подносить к лицу. Но в самом полотне она более-менее стала мягкая, возможно, из-за того, что вот она пушистая. Распускать ее очень тяжело, опять же, потому что она достаточно пушистая. Собственно, пряжа мне вообще не понравилась, и своих 225 рублей она совершенно не стоит. Я не знаю, мне кажется, красная цена есть 150 рублей за один моток, а даже, наверное, 120. Никакой альпаки, вельвет, как тут написано на упаковке, совсем нету. Пряжа, честно, по-русски сказать, очень плохая. Не советую ее покупать. Не знаю, кому она понравилась и что из нее можно связать. И сейчас о пряже, которая мне очень-очень понравилась. В описании написано, что это мериносовая шерсть, но здесь есть английский состав: шерсть, хлопок, акрил, 108 метров в 100 граммах. Вот такая упаковочка. Пряжа секционного крашения с длинными участками. Я связала образец резиночкой, крючком, потому что хочу вязать из этой пряжи шапку. Вот хочу сказать, что пряжа эта безумно мягкая, эластичная, и она связана, опять же, на таком шнурке интересном. Нити шнурочка, они переливаются на солнце, как будто бы даже немножко металлизированные. Очень классная пряжа, в составе натуральная шерсть есть, хлопок, шерсть. В общем, я считаю, что для шапки пряжа идеальная. Буду вязать ее, скорее всего, крючком номер 5 или 6, потому что я связала этот образец крючком 4,5, и он очень плотный. Для более мягкой эластичной фактуры я взяла бы крючок потолще. Хочу сказать, что это моя лучшая покупка пряжи на Алиэкспресс. Стоит, правда, она тоже недешево, 377 рублей моток с бесплатной доставкой в Россию. Но если ее хватит на шапку, то и цена вполне себя оправдывает. Еще из такой пряжи, наверное, можно связать теплющий кардиган или какой-то жилет объемный такой, модненький. Для вязания сумки она тоже подойдет, мне кажется, потому что такой классный шнурочек. Вот эту пряжу рекомендую от всей души, очень мягкая.
Она есть у разных продавцов. И под видео я оставлю, естественно, ссылку на всех продавцов, где у кого что я покупала. И немножко приятных мелочей, не связанных с вязанием, но постоянно пригождаются мне в моем рукоделии. Вот такая широкая резинка. Я покупала ее для того, чтобы сделать из нее пояс без пряжки. Ширина у нее 4 сантиметра. Резинка плотная, эластичная, по качеству очень хорошая. Длина у этого кусочка 1 метр. И стоит она 120 рублей с доставкой в Россию. Цветов у продавца прям невероятное количество. Можно сделать любой ремень. И пряжки тоже стоят копейки. Покупайте резинку, к ней пряжку любого цвета и делайте любой ремень, который вам понравится. Мне кажется, вообще супер. И для упаковки подарков, не только новогодних, но, допустим, на 8 марта, 23 февраля, я купила ленту. Лента понравилась мне тем, что она необычная, таких у нас в магазине не видела. Вот эта часть тканая и из джута для таких натуральных, для подарков в натуральном стиле. Немножко жестковатая, конечно, лента. Бант из нее, скорее всего, не сделаешь пышный, но для упаковки она должна неплохо подойти. И вторая лента, вот такая тоже тканая, на вид как будто это тоже джут, но скорее всего это что-то синтетическое. Много было разных цветов такой ленты. Теперь давайте о цене. Качество хорошее, она везде ровная, прямая, никаких у нее нету утолщений. Хотя целиком я, конечно, не раскручивала, но вот посмотрела, вот так в общем целом окинула, она везде ровненькая. 265 рублей вместе с доставкой обошлись мне эти две ленты. Вот это стоит 120 рублей, здесь 5 метров. И это стоит 140 рублей, здесь в рулоне 10 метров. Тут ленты вообще много. Кстати, вот это мне понравилось больше. Ну, собственно, все. Надеюсь, вам понравился мой обзор. Конечно, не обошлось в этот раз без огорчений. Великолепные крючки, шикарная пряжа, но при этом попалась мне одна пряжа плохого качества. Если вы никогда не покупали на Алиэкспресс, то всегда можно начать попробовать и заказать себе какие-то приятные мелочи для рукоделия. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если вам понравился мой видеообзор. Я прощаюсь с вами, всего хорошего, пока-пока.